Американские ракеты ударили по России. Ответная атака Москвы. Годовщина применения «Орешника». Россия предложила переговоры. Какие требования? Расследование приблизилось к Зеленскому. Западная пресса не подбирает слов. Ермак Балласт, глава офиса Зеленского, под микроскопом Запада. В Украине пишут о его вылете из страны. Зачем? Встреча в Турции сорвана. Что пошло не так? Поход на Запад, удар РФ по Германии, Россия готова взять Берлин, ответ немецкому министру и громкая история. Мужчина, заморозивший больную жену, чтобы дождаться для нее лекарства от рака, нашел новую спутницу. Обвинение в многоженстве. Об этом и не только. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Нужна ваша поддержка прямо сейчас. Нажмите, пожалуйста, лайк, а я начинаю. Телеграм в Украине необходимо отправить в черный список. Уполномоченная по защите госязыка Ивановская считает, что это необходимо для сохранения украинской Украины в долгосрочной перспективе. Об этом она заявила в эфире «Радио Свобода», объяснив, что если не заблокировать этот мессенджер, то он будет использоваться для распространения нарративов, далее цитата, вражеской пропаганды. По ее словам, блокировка Телеграм – это необходимый шаг, чтобы прекратить засилье русского языка среди подростков и лавину русскоязычного контента, который приходит не по запросу, а через рекомендации. Ивановская также призвала активнее применять 15-ю статью закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного и вносить в черные списки российских артистов, поддержавших политику Путина. Действительно, если мы стратеги и думаем о завтрашнем дне, о будущем украинской Украины, то другого пути нет. В противном случае здесь останется лишь территория с тем же названием, но без самой Украины. Чтобы этого не произошло, мы должны последовательно перекрывать каналы распространения вражеских нарративов и вражеской пропаганды. В Украине вспыхнула еще одна резонансная дискуссия. Выяснилось, что каждый шестой человек, находящийся в украинском плену, а точнее каждый военный, воевавший на стороне ВС РФ и попавший в плен, это гражданин Украины. Третья часть — это крымчане. Остальные — представители других территорий, которые сейчас не подконтрольны Украине. Киев планирует срочно разрулить этот юридический абсурд. В Верховной Раде уже лежит законопроект, благодаря которому украинцы, которые воевали на стороне РФ и попали в плен, смогут выйти на свободу, остаться в стране и выполнять свои обязанности. 16% тех, кто находится у нас в плену, это наши же граждане. 6% – крымчане. Это огромная цифра. Это наши люди. И государство обязано принимать взвешенные решения, когда российская страна требует их обмена. Потому что это выглядит абсурдно, когда украинца пытаются обменять на украинца. Россия готова к удару по Берлину. В Госдуме ответили на недавнее интервью министра обороны Германии Писториуса, в котором он дал ответ на вопрос, может ли Россия напасть на НАТО, учитывая скорость, с которой российская армия наращивает свои арсеналы. Писториус предположил, что война действительно может быть уже близка, однако уточнил, что пока вопрос остается спекуляцией. Мы всегда говорили, что это может произойти с 2029 года. Теперь другие говорят, что это возможно уже с 2028 года. А некоторые военные историки считают, что мы уже провели последнее мирное лето. Мы не должны создавать впечатление, что НАТО не способно к обороне. Оно способно. У нас мощный потенциал сдерживания. Как обычный, так и ядерный. Независимо от этого, у нас боеспособные войска, но да, их нужно еще лучше оснащать. Москва ответила дважды. В Комитете Госдумы по обороне заявили, что Россия также должна готовиться к войне, ведь, по мнению РФ, члены НАТО пойдут в атаку первыми. Если учитывать агрессивную риторику, звучащую на Западе, России готовиться к войне требуется обязательно. Нельзя исключить, что завтра наследники окончательно слетят с катушек и устроят провокацию с нападением, скажем, на российский Калининград. Дальше пошел депутат Зюганов. Он считает, что Россия в силах нанести удар по Берлину и взять его. Никаких Писториусов не будет. Да. А что будет? Мы победим, Геннадий Андреевич? Не относитесь серьезно к этому. Мы 3 раза Берлин брали, и нам 4-е поставили. Коррупционное расследование в Украине подбирается все ближе к Зеленскому. Для него это угроза, сравнимая с той, которая была в 2022 году, когда российские войска подошли к Киеву. Такой вывод делает издание Wall Street Journal. Расследование поднялось выше по властной вертикали и приблизилось к самому Зеленскому, сильнее, чем любое другое за время его каденции. Антикоррупционные активисты говорят, что операция «Набу» — это часть поколенческой борьбы за демонтаж украинской культуры клептократии, уходящей корнями в советскую эпоху. Хотя Зеленский пришел к власти, обещая покончить с системной коррупцией, активисты теперь сомневаются,
Насколько он остается привержен этому обещанию? В украинском парламенте уже открыто говорят, что Зеленскому необходимо скинуть балласт, который тянет его вниз, пишет издание. Также проводя аналогии, либо он ампутирует ногу, либо заражение пойдет по всему телу и организм погибнет. Цитирую некоторые строки издания The Economist. Авторы уточняют, что ножи уже точат на Андрея Ермака, главу офиса Зеленского, которого обвиняют в монополизации власти и закрытии любого пути к Зеленскому. В материале также говорится, что скандал угрожает, далее цитата, борьбе Украины с Россией по двум направлениям. Внутри страны он может усилить цинизм и привести к росту числа дезертирств. Фронт уже и так растянут до предела. За рубежом он затрудняет для Украины просьбы о необходимой помощи, объем которой оценивается примерно в $100 миллиардов в год. Некоторые будут использовать изобличение коррупции не как доказательство того, что в стране работают независимые органы по борьбе с ней, а как аргумент в пользу сокращения поддержки. И уже сегодня, 19 ноября, Верховная Рада должна попрощаться с теми, кто замешан в схеме, уволить министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светлану Гринчук. Об этом сообщал нардеп Железняк. Он также писал о том, что в отставку могут отправить вице-премьера по восстановлению Алексея Кулебу и, может быть, главу госслужбы финмониторинга Филиппа Пронина. Коррупционный скандал впервые прокомментировал и Кремль. Там реакция была такой. То, что сейчас киевский режим, скажем так, пошел в разнос, это очевидно. Это очевидно, и очевидно, что вот та динамика, которая сейчас на фронтах, далеко не в пользу киевского режима. И внутренние сотрясения, и все растущие подозрения в нечистоплотности, понимание нечистоплотности на руку, которое вызревает в европейских столицах. Это все, наверное, повод для большой головной боли в Киеве. А еще Кремль ждет информации из Киева, которая касается переговоров в Турции, которые также запланированы на 19 ноября. России за столом переговоров не будет. В Турцию летит Зеленский для встречи с Эрдоганом и спецпосланником Трампа Уиткофом, который много раз проводил переговоры тет-а-тет с Путиным. Западная пресса пишет, что Зеленский стремится воспользоваться растущим давлением США на Москву, чтобы оживить застопорившиеся дипломатические усилия по прекращению войны. Это была цитата. Турция играла посредническую роль в конфликте, принимая предыдущие раунды переговоров между Украиной и Россией. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан может лично передать Москве результаты обсуждений, если они будут позитивными, включая возможный обмен пленными, сказал один из собеседников. Переговоры в Турции сорваны, пишет журналист The Economist. Уитков не готов встречаться с Ермаком. И вот почему. Переговоры Уитков-Ермак, запланированные на завтра в Турции, отменены. По моей информации, Уитков, когда соглашался на встречу, возможно, не знал, в какой скандал он вляпывается. Отмечу, что о такой встрече изначально не сообщалось. В то же время украинское издание «Бабель» пишет, что Ермак действительно улетел из страны, но не в Турцию, а в Лондон для встречи с экс-главкомом ВСУ Залужным. О чем собираются говорить, источники издания не знают, но акцентируют внимание, что все происходит на фоне разговоров о возможной отставке Ермака. В то же время Россия предложила переговоры, и они уже начались. Москва и Вашингтон обсуждают обмен пленными. Об этом в интервью Axios сообщил спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев. В российских тюрьмах находится как минимум 8 американцев. Возвращение задержанных граждан США является приоритетом президента Трампа. А обмен может помочь Кремлю улучшить отношения с его администрацией, несмотря на напряженность из-за Украины. Россия рассчитывает, что новый обмен заключенными США продемонстрирует добрую волю и укрепит доверие между странами, сообщил источник, знакомый ситуацией. Друзья, как считаете, когда возобновятся переговоры между Россией и Украиной и какая судьба ждет окружение и самого Зеленского из-за коррупционного скандала? Комментарии открыты для ваших ответов и мнений. И сегодня хочу внести ясность. Часть зрителей считают, что я не настоящий, а я сгенерированный нейросетью. Это не так. Вот я живой и уже 302 дня ежедневно делаю выпуски, несмотря на все препятствия. Канал атакуют конкуренты, создаются фейковые, видео воруются. Еще раз напомню, я только здесь, Павел Прядко, а канал с названием «Время Прядко». Никакого другого названия не существует, и я ни с кем больше не сотрудничаю. Спасибо постоянным зрителям, спасибо за каждый ваш лайк. Прошу поддержать меня сегодня вновь и не забывайте подписываться. 70% из вас этого еще не сделали. А я продолжаю.
Американские ракеты ударили по России. Киев заявляет, направил атакамс по объектам на территории РФ. ВСУ утверждают, это не последний удар. Атаки продолжатся, говорится в официальном сообщении. Вооруженные силы Украины успешно применили тактические ракетные комплексы «Атакамс» для нанесения точечного удара по военным объектам на территории России. Это знаковое событие, которое подчеркивает непреклонную преданность Украины своему суверенитету. Точную цель украинский генштаб не называл, однако накануне под ракетной атакой была Воронежская область. Российские Z-паблики изначально писали, что, вероятно, Украина била ракетами «Гром». Количество было весьма приличным, это цитата. В РФ утверждают, что цели были сбиты. Отбились норм. Обновление. Противник заявил о применении ракет «Атакамс». Режим чрезвычайной ситуации после украинских ударов был введен в той части Донецкой области, которая подконтрольна России. Причина – недавние удары по Зуевской и Старобешевской ТЭС. Отмечу при этом, что ровно год назад, 19 ноября, Украина впервые ударила ракетами «Атакамс» по России, а уже через 3 дня последовал ответ Москвы. Силы РФ ударили в ответ «Орешником» 21 ноября по Днепру. При этом накануне Россия также решила нанести ответный удар уже вечером. По сообщениям мониторинговых каналов, началась массированная атака БПЛА. Они были запущены с 6 российских направлений. Также была поднята стратегическая авиация. При этом главной целью стал Харьков. Десятки дронов летели на город. Серия взрывов прозвучала за полночь. Местные телеграм-каналы сообщали о прилетах в разных районах города. На кладбище во Львове нет мест для погребения погибших на войне украинских военных. Об этом сообщают власти города. Речь идет о старейшем Лычаковском кладбище, которое находится в черте города. На поле почетных захоронений осталось всего 20 свободных мест, рассказали в Львовском горсовете. И пообещали открыть новый участок, где будут хоронить военнослужащих. Где он будет находиться, власти не уточняют. Локацию нарабатывали совместно с рабочей группой по увековечиванию памяти героев национально-освободительной борьбы. В ее состав входят ветераны, семьи погибших, архитекторы, ученые и другие эксперты. В городском совете отмечают, все, кто защищает государство, должны быть почтены с уважением и достоинством. Медленная реакция. В случае войны НАТО понадобится больше месяца, чтобы перебросить войска к границам с Россией. Старые мосты, несовместимые железнодорожные пути и запутанная бюрократия остаются серьезными препятствиями для перемещения военной техники по Европе, говорится в материале Financial Times. Чтобы решить проблему несовместимости железнодорожных путей в странах Балтии, Эстония, Латвия и Литва реализуют совместный проект стоимостью 24 миллиарда евро. Реконструкции также необходимы на автомобильных трассах, отмечает Financial Times, особенно в Германии, чье географическое положение и роль принимающей стороны делают ее центральным звеном в плане переброски войск. Европейская гонка перевооружения – это не только закупка оружия и наращивание армии. Должна быть обеспечена возможность быстро перебрасывать войска, технику и боеприпасы с Запада, где базируется основная часть сил НАТО, на восточный фланг Альянса. В настоящее время на перемещение армии из стратегически важных портов на западе страны, граничащей с Россией или Украиной, требуется примерно 45 дней, оценили чиновники ЕС перед публикацией новой инициативы по военной мобильности. Цель, по их словам, сократить это время до 5 или даже 3 дней. Китай усиливает стратегические отношения со странами Центральной Азии. Уже сегодня начинается турне министра иностранных дел Китая Ван И в дружественные соседние государства. Об этом сообщает пресс-служба китайского МИДа. Ван И посетит Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан и проведет стратегические диалоги со своими коллегами в этих 3 странах. Формат встреч предполагает обсуждение двусторонних отношений, региональной безопасности и сотрудничества в рамках китайских инициатив. Китай считает, что этот визит позволит в полной мере реализовать результаты 2-го саммита Китай-Центральная Азия и договоренности между Си Цзиньпином и президентами Жапаровым, Мирзиёевым и Рахмоном. Китай расширяет свое присутствие в регионе, который традиционно находился под российским влиянием и уже стал его крупнейшим торговым партнером. В рамках инициативы «Один пояс, один путь» Пекин финансирует крупные транспортные проекты, среди которых железная дорога Узбекистан-Кыргызстан-Китай, автомагистраль Китай-Таджикистан, а также новые пограничные переходы и логистические узлы, включая хаб в Харгосе в Казахстане.
Китаец, отправив больную раком жену в криогенный сон, завел роман с новой женщиной. О подробностях необычной истории рассказывает South China Morning Post. Мужчина заморозил свою супругу еще в 2017 году, когда врачи сообщили ему, что женщине осталось жить не больше 2 месяцев. Чтобы спасти больную жену, мужчина дал согласие на ее криоконсервацию и подписал 30-летний договор с исследовательским институтом бионаук в надежде, что когда-то найдут лекарство от недуга супруги. В течение 2 лет после процедуры Гуй твердо намеревался оставаться один, говорит автор материала, но потом у мужчины случился тяжелый приступ подагры. Будучи один дома, он даже не смог вызвать скорую. Его спасли знакомые, им пришлось взломать дверь в квартире Цзюньмина. А позже Гуй познакомился с женщиной по имени Ван. У них завязались романтические отношения, и теперь он думает, как делить имущество, если его первую супругу разморозят. Гуй считает себя человеком, который видел мир, финансово обеспечен и вращается в респектабельных кругах. Ван происходит из сельской местности, бросила школу в 7 классе. Она работала на фабриках, официанткой, а позже управляла парикмахерской. Он размышляет о более глубоких вопросах. Если он женится на Ван, будет ли это считаться двоеженством в будущем? Если Чжан оживят, как следует распределить имущество? Эта история вызвала волну споров в интернете. Для одних это эмоциональное многоженство, для других это предательство супруги и удар для новой половинки. Как вам такая история, друзья? Поделитесь своим мнением в комментариях. Всем спасибо за просмотр, хорошего дня. Не забудьте поддержать работу лайком, подпиской и комментарием. До встречи уже завтра.